Всем привет! С вами Чизбургер, и сегодня мы скрафтим тычковые ножи, или же Dual Daggers, прямиком из Standoff 2. Я специально покрасил их в скин Molten, чтобы показать вам очень интересный лайфхак, в котором нам понадобится сухая кисть и восковая свеча. Сможете догадаться, для чего они нужны? По-любому кто-то напишет, чтобы сжечь. Олды канала знают эти фишки, можете подсказать в комментариях. А ближе к концу видео я покажу, как правильно их применять. Не забудь поддержать меня лайком, ну и на канал подпишись, чтобы не пропустить новые крутые крафты. Итак, ребята, за дело. Скачиваем чертеж даггеров по ссылке в описании. Прошло 7 лет с того, как я начал крафтить, но принтером я так и не обзавелся. Поэтому прикладываю лист А4 к экрану, закрепляю его скотчем и срисовываю контур тычковых ножей. Отрезаем лишнюю бумагу, и теперь нам нужно перенести чертеж на материал. Мне как раз недавно приглянулась удача. Гуляя с собаками, я нашел на улице лист 8-мм МДФ. Кладу на него копировальную бумагу, а уже на нее вырезанный ранее чертеж. Не пишущей ручкой обвожу тычки по контуру. Таким образом, очертания ножей оказываются на материале. Сразу отделил заготовку от всего листа, чтобы работать было удобнее. Очень важно перед выпиливанием высверлить все отверстия. После этого ручным лобзиком необходимо выпилить внутренние части на рукоятке, как показано на видео. И вот теперь можно приступать к выпиливанию самих ножей. Для удобства пропускаем зубчики, сделаем их позже. Ну, как оно пилится? Вообще нормально. Ребята, пока я, точнее второй я, пилит тычковые ножи, предлагаю сыграть небольшой челлендж. Пошли. Нормально вообще. В моей комнате есть стена, на которой я разместил свои ножи и пушки. Здесь можно найти CSGO, Valorant, Warface и другие. А еще Blockstrike. Да, и Blockstrike. А ты пили вообще. Да пилю я, пилю. Предлагаю проверить вашу внимательность. Попробуй сосчитать, сколько здесь моделей, ну, например, из Warface. Ставь ролик на паузу, чтобы ничего не пропустить. Ну что, сколько получилось? Напиши свой ответ в комментариях, а на правильное я поставлю лайк. А кто перечислит их всех, тому мы поставим лайк от канала. Точно. Интересно, найдутся настоящие спецы в арсенале Warface? Это лишь малая часть. В игре таких пушек сотни, а с новым сезоном плечом к плечу их станет еще больше. Этой зимой тебя ждет новый боевой пропуск с улучшенной системой ежедневных квестов. Теперь только ты решаешь, какие именно задания выполнять, чтобы получить метовые пушки из новых серий «Следопыт» и «Перевал». В игре ты можешь играть за седа, медика, штурмовика, инженера или снайпера. У каждого класса свои особенности. И теперь в игре можно пройти серию контрактов за любимый класс и получить за это уникальные достижения и награды. Где ты будешь играть? В PvP матчах против реальных игроков или в PvE миссиях против ботов? Выбирать себе. А чтобы побеждать Warface было еще проще, по ссылке в описании ты можешь забрать набор крутого и метового снаряжения как для новичков, так и для настоящих ветеранов. Не теряй времени, забирай подарки по ссылке в описании. Я смотрю, ты уже все выпилил. Так точно, пора приступать к обработке. Начнем как раз с зубчиков, мимо которых мы прошли в самом начале. Пилим по половинке каждого зубчика. Сначала с одной стороны, потом с другой. При помощи надфиля выравниваем их, а также подправляем внутренние части рукоятки. Проверяем, чтобы все было ровненько. Теперь приступим к заточке наших тычковых ножей. Держать рукой будет крайне проблематично, поэтому советую закрепить нож струбциной к столу, а лучше двумя. Берем рашпиль по дереву и делаем грубую заточку. До идеала доводим уже наждачной бумагой, чтобы поверхность была гладкой. Заточка у нас двухсторонняя,
Поэтому вырезаем из чертежа вот такую часть, прикладываем на нож с обратной стороны и вырисовываем контур заточки. Рашпилем грубая заточка, наждачкой чистовая. После заточки можно отшлифовать поверхность той же наждачкой, чтобы она была максимально ровной. И вот он результат. Но мы не забываем, что ножей в комплекте у нас 2, поэтому все точно так же делаем со вторым экземпляром. В итоге получаем 2 четеньких тычковых ножа, которые можно смело отправлять на покраску. Подготовим сперва поверхность, нанеся грунтовку. Образовавшиеся неровности сглаживаем наждачкой-нулевкой. Основной цвет скина Molten черный, поэтому крашу ножи целиком черной матовой краской. Теперь нам нужно сделать градиент на заточенной части ножа. Для этого я беру вырезанный ранее чертеж с контуром заточки, прикладываю его к малярному скотчу, рисую на нем этот контур и вырезаю ножницами, прикрепив конец к краю стола. Приклеиваем скотч на нож, и должно получиться примерно вот так, чтобы видимой осталась только заточенная часть. Отправляемся на покраску и начнем с красного цвета. Им я крашу основание заточки. Много не пшикайте, а то краска подтечет. После красного крашу середину лезвия оранжевым баллончиком. И самый кончик покрываю золотой краской, можно и желтой. Градиент у меня получился весьма неплохой, смотрите. Золотая краска очень хорошо блестит. И вот, наконец, мы пришли к тому самому лайфхаку со свечой, о котором я упоминал в начале видео. Нам нужно зажечь свечку и поднести к ней наш нож. Но только не сжигать, как это начал делать я, а закоптить. Аккуратными движениями проносим нож над пламенем свечи, чтобы на нем образовалась копоть. Она-то и создаст эффект, похожий на тот, что мы видим в игре. Не переусердствуйте, а то нож будет полностью черный. Вот такого результата будет вполне достаточно. Копоть очень легко стирается, поэтому ее нужно обязательно покрыть защитным лаком. Лучше всего подойдет глянцевый. И вот он результат. Пора снимать малярный скотч. Да, могут появиться косячки. Это из-за того, что я очень много нанес красной краски. Но их мы аккуратно удаляем чем-нибудь острым. Настало время сухой кисти. Для этой технологии нам понадобится кисть, желательно с жесткой щетиной, и серебряный маркер. Выдавливаем немного краски на бумагу. Берем ее немного кисточкой и максимально высушиваем. Когда краски останется совсем чуть-чуть, начинаем красить грани наших ножей. Мы получим эффект царапин на металле. Собственно, поэтому лайфхак и называется сухая кисть. Если не высушить ее, царапины будут очень жирными и нереалистичными. Поздравляю, наш деревянный нож превратился в железный. Остался финишный штрих. Разбавляем водой оранжевую акриловую краску и рисуем контур вокруг отверстий на рукоятке. Согласитесь, сухая кисть реально творит чудеса. Моделька сразу становится как настоящая, словно ее достали прямо из игры. Не забудь забрать подарки от Warface в описании под этим видео. Ну а с вами был Чизбургер. Увидимся в новых крафтах. Пока.